Всем привет! Сегодня хотел вам рассказать про свою недавнюю покупочку. Собственно, Альфа Ромео Джулия 2017 года. Немножко она, конечно, неполноценная в том плане, что у нее всего лишь 3 колеса есть. Но, тем не менее, довольно целая. Так, она пригнана из Штатов. О покупке я сделаю отдельное видео, где расскажу, как я ее выбирал и что она вообще из себя представляет. Но на самом деле вот основная беда, я думаю, которая отпугнула тех, кто на нее тоже ставил, это то, что она на 3 колесах. В принципе, ничего особо страшного нету. Вырван подрамник, точнее крепления подрамника вырваны. Но это не страшно, главное, что все лонжероны, все железо целое. То есть тут вот видно, что колесо вытащилось, точнее вырвалось с хирургической точностью. Немного ударило трубу выхлопную, но это все фигня. Редуктор задний целый. Отсюда просто вытащила полуось. Даже трубки бензобака не пострадали. Единственное, что хорошо получило, это задний, точнее, этот, как он называется, абсорбер. Ну, я уже посмотрел, он недорогой. Да, в принципе, этот, может быть, можно восстановить, посмотрим. Вот тут вот еще стоит какой-то специальный клапан абсорбера. Я, честно говоря, еще не разобрался, что оно есть. Но я думаю, что это не беда. Вот. Что еще из неприятного, это то, что машина даже не включается. Пробовал ее прикурить, но ничего, короче, признаков жизни она не подает пока. Ну, собственно, она так и продавалась. Так, в салончике у нас всякие запчасти лежат. Какие там моторчики, это скорее всего омыватель. Один, второй. Зеркало даже в комплекте идет. Ну, не знаю, что с ним можно будет сделать. Вряд ли будем его восстанавливать. Так, какие-то части бачка омывателя. Ну, собственно, вот полуоська, которая, ну, естественно, ей уже гайки. Ну, слава богу, с запчастями на эту машину проблем нету, они довольно дешевые. Вот. Салончик мне немножко запачкали ребята из Штатов. Тут были навалены все запчасти, но я, честно говоря, не удержался. Уже это все повыгружал из машины. Потом вставлю фотографии сюда, как это было. Два ключа, хотя с машиной вроде как шел один, но тем не менее 2 ключа есть. Так, ну тут водительское сиденье. Тут все целенькое, все новое. Судя по Карфаксу, то у нее последний зарегистрированный пробег был 4000 миль, то есть можно сказать, что
практически новая машина. По комплектации здесь почти все есть, кроме керамических тормозов. Тут стоят обычные железные тормоза. Ну, это, наверное, и хорошо, потому что керамические, я потом посмотрел на цены на диски керамические, ну его в баню. Так, ну, левая сторона тут вся целая, тут только в одном месте есть такие коцки. Это все фигня. И вот тут вот почему-то отошел порог. Ну, посмотрим. Думаю, что там ничего страшного. Точнее, по правой стороне. Задний бампер в хлам, конечно. Тут спасать особо нечего уже. С него разве что можно будет всю внутрянку подоставать. Так, и еще из того, что я не видел, это, не знаю, видно на видео, да, видно. Это коснутый задний фонарь. Но это тоже не страшно. Так, левая сторона, конечно, не такая радужная, как правая, но на самом деле ничего страшного тут нету. Стойки все целые. Все ключевые места креплений целые. Тут вообще просто выгнуло петлю, но само место посадочное осталось. Вот. Ну и по переднему колесу оно тоже пострадало. Не знаю, что там внутри. Скорее всего, тяга или рычаг. Так, теперь самое интересное. Так, собственно, то, почему мне эта машина и понравилась, это потому что подкапотка у нее вся в идеале. Тут вообще как бы все как с завода. Все целенькое. Ну, жалко, еще неизвестно, заведется она или нет, но я думаю, что заведется. Предпосылок к тому, что какие-то проблемы с двигателем. Ну, их хваленый карбоновый капотик. Конечно, машинка классная. Еще из интересного, что несмотря на стрельнутую подушку, целое лобовое стекло абсолютно. Тут вообще нету никаких проблем. Ну, крыша, естественно, вся целая. Я специально выбирал машины, которая будет относительно дешево. Ну, как дешево. Относительно, конечно, ремонтировать, потому что если тут какая-то проблема с крышей, с капотом, капот космических денег стоит, передний бампер космических денег стоит. А вот, например, двери подходят от обычной Кувеш, от обычной Джулии. И их довольно-таки много. Так. Еще какая проблема есть, что тут аккумулятор стоит в багажнике, а у КВ задние сидушки не отбрасываются. Для того, чтобы добраться к задним сидушкам, к заднему аккумулятору надо будет снимать сиденье. И
и, короче, разбираться. Ну, пока что вот у нее выведены сюда клеммы для прикуривания. Вот одна, вот вторая. Я сюда подключался, но безрезультатно. Ничего не происходит. Да, еще вот из неприятных вещей сейчас попробую показать. Сейчас. Ну вот тут вот правый интеркулер немножко получил. Даже не немножко, довольно хорошо. И ну, это видно по бачку. Тут жидкостное охлаждение интеркулеров. Видно, что бачок пустой, хотя основной радиатор полный. Ну, это не проблема. Это все есть. Бэушная и в наличии. Из ближайших планов это попробовать ее все-таки завести, чтобы узнать, стоила игра свеч или нет. Ну, вот такие вот пироги. Еще не знаю, как я буду, точнее, что я буду по кузовщине делать, но это пока что не проблема. Вот. В принципе, наверное, это все, что я сегодня хотел показать. Следите за новыми видео. Думаю, будет довольно интересно для любителей Альфа Ромео, да и в целом для всех, кто любит хорошие машины. Все, всем пока. Спасибо.